Дорог приятель. Так и в Арбе с Лимбопатри имели. Мы в Инселедже. Все поняли? Вот то-то же. Если я буду говорить на языке своей родины, то вы вряд ли меня поймете. Это ответ тем злопыхателям, националистам, которые возмущаются, что я говорю на русском. Ребята, так исторически сложилось, что мы, все народы, населяющие некогда Большой Советский Союз, говорим на одном объединяющем нас русском языке. Как бы кому-то там это не стало костью в горле, как бы там кому-то это не нравилось, но это так. Если каждый народ будет говорить на своем языке с людьми разных национальностей, то никто друг друга не поймет. Это же логично. Так что, товарищи злопыхатели, засуньте свой негатив подальше и продолжим. Привет, меня зовут Влад. В октябре 2021 года мы с женой Лией сделали серьезный шаг, решив остаться в полюбившейся нам удивительной Грузии. Мы в Батуми! Сейчас открываем для себя новый мир и строим новую жизнь, как говорится, с чистого листа. Как мы приехали и о наших первых шагах я уже рассказывал в предыдущих видео. Сегодня расскажу о дальнейших. Грузия. Приехать и выжить. Ответы на вопросы быта Батуми. Работа, дети, почта, банк, транспорт и прочее. Сразу жми кнопку подписаться под этим видео, чтобы не пропустить самое интересное. А также, посмотрев этот выпуск, напиши под ним комментарий. Была ли полезна эта информация, стоит ли продолжать двигаться в этом направлении и какие вопросы у вас возникали. Итак, вы уже в Грузии. С жильем решили, сим-карты купили. Об этом я тоже уже рассказывал ранее. И теперь вы выходите из дома, а в голове рождается куча вопросов и непоняток с их решением. В этом выпуске я отвечу на ваши вопросы, те, которые вы, мои дорогие зрители и подписчики, задавали мне в комментариях. Ну-с, начнем, пожалуй. Сейчас в Батуми съехалось много талантливой молодежи. И если еще недавно все сетовали, что нет в интернете толковой навигации, сайтов, магазинов и так далее, мне кажется, скоро все это обязательно появится. А пока таковой инфы нет, мой совет. Не стесняйтесь подходить к местным, разговаривать, задавать вопросы. Люди здесь открытые, общительные, всегда помогут и подскажут. Грузинское гостеприимство. Зашли в Джоби в гости в магазин и сразу угощают. Здоровья всем! Все доброе. Не забываем, конечно же, тоже быть позитивными и доброжелательными. Улыбка украшает всех, даже самых неукрашаемых. Согласитесь, никому не хочется иметь дело с унылой какашенцией или агрессивным долбозомбером. Улыбайтесь, господа. Вы спрашивали про передвижение по городу. Как обстоят дела с такси? В Батуми работает Яндекс.Такси, Максим и Болт. Такси можно заказать через приложение. Я пробовал только Яндекс.Такси. Платил от 2 до 5 лари. Сумму к оплате вам показывает приложение, так что все предельно просто. Как и где приобрести карточку на автобус? Карточку на автобус заиметь труда не составит. Часто возле остановок или магазинов можно встретить такие желто-оранжевые автоматы Bank of Georgia. Понимаю, что по прибытию они вам не знакомы, и страх не понять, что там и как делать, немного пугает. Пугаться не надо, все предельно просто. Есть два варианта. Первый. Попросить кого-нибудь из проходящих мимо помочь. Скажу по опыту, никто вам не откажет. Второй вариант. Если же поблизости никого не оказалось, и вам срочно надо, то вы и сами справитесь. Выбираем желтенький автомат Банка Грузии. Пишем в поиске Issuance, выпуск. Надо перевести в английский. Ага. English. Пишем в поисковике Issuance. Выбираем иконку Транспорт карт. Заполняем персональный номер любыми цифрами. Так меня научил один грузин. И опускаем в ячейку 2 лари. Все, карточка готова.
При входе в автобус прикладываем, как обычно, к валидатору, с вас снимают 30 тетри, и вы спокойно едете куда вам надо. Чтобы потом пополнить карту, вы также идете к аналогичному автомату, прикладываете ее, внизу есть оранжевый квадрат, на экране отображается баланс карты на текущий момент, закидываем монетки номиналом 50 тетри, 1 или 2 лари, нажимаем на экране Pay, после звукового сигнала еще раз прикладываем к оранжевому квадрату и держим так, пока на экране идет загрузка шкалы пополнения баланса. По окончанию отобразится, сколько теперь у вас на счету. Внимание! Автоматы не всегда работают на пополнение или выдачу карт. Чтобы решить с легкостью все эти моменты, идите в офис Батуми Карт. Он находится на улице Гаргасали, 55. А вообще, Батуми город довольно компактный, чаще мы передвигаемся пешком. Транспорт используем в исключительных случаях. Офигенно. Красавчик. Что дальше? Досмотрите это видео до конца. Самых стойких ждет бонус. Про почту. Где можно отправить или получить посылку? Почта. Постоянно много народа, никак не можем туда попасть. Минуточку, подождите, хорошо. R, да? Да. Плур. Да. Все? Ки. И какой посылкой? Вот. И можно на вас отправить. А вот это отсылаю, да, чтобы Да. он мог отслеживать. Вот он, да? Все, мы свободны? Да. Спасибо. Зашли на почту, отправили посылочку, наш первый опыт. Почта находится на Такаишвили 37. Довольно быстро очередь прошла, хорошо девочки работают. Понадобился паспорт, номер телефона, спросили заполнить и адрес. Так что все удачно с почты получилось. Вадик, жди. У меня хороший друг в Канаде живет. Говорит, у вас там в Грузии есть такой сильный святой Гавриил Ургебадзе. Я говорю, да, есть такой. Ну, попросил вот иконку святого. И вот как раз первый наш опыт общения с почтой, и все удачно, хорошо получилось. Про детей. Вы приехали с детьми, и, разумеется, встают вопросы детсада и школы. Русскоязычные детсады в Батуми есть, но только частные, государственных нет. А вот школы есть. При обычных школах, 3-я школа, 7-я в Батуми, там есть русский сектор. Но с поступлением ребенка в школу сейчас очень сложно. Это большая проблема. Мест нет и пока не ожидается. Можно сказать, миссия невыполнима от слова совсем. Еще был вопрос про куда в дождь сводить детей, они уже всю хату перевернули вверх дном. Вот, поразвлекать детей можно в Метро-Сити на 2-м этаже. А потом можно уйти чуть дальше и побаловать ребенка вкусняшками. Еще видел в Батуми Молл на 4-м этаже. Детский городок есть. Там козочки, это контактный зоопарк, что ли? Да, вон петушки, курочки, козлики, там какие-то кролики вдалеке, ящерицы вижу. Прикольно. Вот зашли в зоотопию. Кролик лежит, отдыхает. Курочки какие-то лохматые, о, и беленький. О, еноты лазят там. Супер, ну ладно, заходить не будем.
Кому захочется, тот зайдет, посмотрит. Время работы с 11 до 21:45. А 10 лари это час? Один билет. А один билет 10 лари, да? И можно гулять, бегать, да? Да, баба. Здесь машинки. Тоже игровой центр. Вот вариант, куда можно сводить детей. А также видел детский городок на Гаргасале 136-138. Как открыть счет в банке? Открывал счет в банке TBC. Пришел туда, при входе ресепшн, милые девушки, сказал, что хочу открыть счет. Они выдали мне талончик и подсказали, куда идти, где ждать. Когда подошла моя очередь, девушка задала вопросы, кто ты и что ты, заполнила все необходимые бумаги, потом надо подождать одобрения твоей персоны. Как правило, это занимает 10-15 минут, но бывает и дольше, до 3 дней. В этом случае вам позвонят. Когда карта готова, вы оплачиваете 30 лари. И да, кстати, сразу установите приложение. Попросите, чтобы помогли инициализироваться. Знаю, у многих бывает с этим проблема. И чтобы дважды не ходить туда-сюда, лучше сделайте сразу. И проблема была в марте с открытием счета у граждан РФ. Сейчас не знаю, надо пробовать. Это весна, детка. Еще вы спрашивали про работу. С работой в Грузии сложно. Кому-то возможно, кому-то никак. Если вы предполагаете работать в госструктуре, то без знания грузинского языка про это можно забыть. Если же вы специалист по недвижимости, строительству, сфере услуг, индустрии красоты, то есть если вы мастер и можете работать сами на себя, то вполне возможно. Также реально открыть ИП, налог составляет 1%. Был вопрос, где сделать нотариальный перевод. Здесь все просто. Возле GSL, Гаргеладзе 66 или Гаргеладзе 2, это возле цирка. Про языковой барьер. Как таковых трудностей перевода здесь в Батуми мы не испытывали. Но если вдруг вы столкнетесь, то для перевода сложных слов или фраз в общении, к примеру, если вы что-то ищете купить, а вас не понимают, это слово продавцу незнакомо, можно использовать Google или Яндекс.Переводчик. Хорошо бы иметь для этого соответствующее приложение у себя в смартфоне. И еще также был вопрос, где распечатать документы с флешки. Записывайте. Улица Гаргеладзе 5, вывеска Кодек. И слышал, есть на улице 26 мая 32. И обещанный бонус. Это сайт Батаута. Мало кто о нем знает, но для тех, кто с ним знаком, Батаута стал незаменимым помощником на каждый день. Это не реклама, просто делюсь полезностью. На сайте показаны все автобусные маршруты города Батуми. Можно посмотреть, как они пролегают, узнать, в какое время к твоей остановке прибудет нужный номер, сколько времени проведет в пути и во сколько прибудет к месту назначения. Показывается не только номер маршрута, но и даже номер самого автобуса, а также через сколько минут к твоей остановке подъедет следующий. Очень полезный сайт, рекомендую. На этом, пожалуй, на сегодня все. Улыбайся. Я надеюсь, что все доходчиво рассказал, и эта информация окажется вам полезной. Оцените мои старания, нажав под видео палец вверх. Это необходимо для продвижения моего совсем еще молодого канала. И чтобы этот ролик увидело больше людей. Подпишитесь, пожалуйста. Под этим видео есть кнопка. Так вы не пропустите другие мои полезные выпуски. А мне будет приятно, что вы оценили то, чем я занимаюсь. Заранее спасибо. В любой ситуации оставайтесь на плаву. Делитесь ссылкой на мой канал со своими друзьями. Не забудьте нажать кнопку подписаться и напишите мне в комментариях, что лично вам интересно и про что бы вы хотели, чтобы я рассказал. А я постараюсь выполнить вашу просьбу. На сегодня все. Оставайтесь на плаву. Все полезные ссылки смотрите под этим видео.